Глеб, патрулируя лес, услышал странный звук, приглушенный, отчаянный крик из глубины леса. Этот звук был полон тревоги и отчаяния, и он заставил Глеба остановиться и попытаться определить его источник. Приближаясь к старому искривленному дереву на краю заболоченного участка, Глеб увидел молодого тигренка, барахтающегося в воде. Его попытки удержаться на плаву становились все слабее с каждой секундой. Глаза тигренка наполнились паникой, когда он забился в мутной воде. Глеб замер от ужаса, осознавая опасность ситуации. Он знал, что тигры могут быть опасны, особенно когда напуганы или ранены. Оглядываясь в поисках матери тигренка, он заметил блеск металла. Тигрица была поймана в браконьерскую цепь, ее нога запуталась в ловушке. Сердце Глеба упало при виде этой сцены. Он понимал, что от него зависит жизнь детеныша, и ему нужно действовать быстро. Не теряя времени, он осторожно приблизился к кромке воды. Сняв обувь и закатав рукава, он вошел в холодную воду. Сердце бешено колотилось, когда он ступил в воду. Она была глубже, чем казалось. Глеб не мог оторвать взгляда от барахтающегося детеныша. Медленно протянув руку, он попытался успокоить перепуганного тигренка нежным голосом. «Все в порядке, малыш». Тигренок немного успокоился, его движения стали менее неистовыми. Наконец, оказавшись на расстоянии вытянутой руки, Глеб опустил руки под воду и осторожно поднял тигренка. Он был на удивление легким, его тельце дрожало от холода. Мужчина отнес его обратно на берег, крепко прижимая к груди, чтобы согреть и успокоить. Зная, что он не может оставить мать в таком состоянии, Глеб осторожно приблизился к тигрице. Он осмотрел цепь и задумался о том, как освободить ее без дополнительных страданий. Но прежде чем он успел что-то сделать, Глеб услышал хруст снега и приближающийся гул голосов. Браконьеры возвращались. Понимая всю серьезность ситуации, он быстро оценил обстановку и подыскал место для укрытия детеныша. Срочность требовала быстрых действий. Глеб осторожно поместил тигренка в густые заросли и занял позицию для наблюдения за приближающимися людьми. С своего укрытия он увидел двух мужчин в грязной одежде с винтовками и набором капканов на плечах. Они разговаривали тихими голосами, время от времени смеясь и не подозревая о присутствии спасателя. Когда браконьеры приблизились к дереву с тигрицей, их разговор стал слышен. «Сначала проверьте этого тигра», — приказал один из них. Глеб сжал кулаки, его кровь закипела от жестокости их слов. Он знал, что должен сохранять спокойствие и мыслить стратегически. Прямой конфликт может быть опасен не только для него, но и для тигров. Вместо этого он внимательно наблюдал за их передвижениями. Браконьеры подошли к тигрице, она зарычала и натянула цепь. Один из мужчин вытащил связку ключей, вероятно, чтобы проверить капкан. Глеб понял, у него есть возможность использовать инструменты браконьеров против них самих, если ему удастся отвлечь их внимание. Он поднял маленький камень и бросил его в кусты, подальше от места укрытия детеныша. Звук привлек внимание браконьеров. Они повернулись на шум с поднятыми ружьями. «Что это было?» – спросил один из них. «Пошли проверим», – ответил другой. Когда они на мгновение отвернулись, Глеб воспользовался шансом. Он быстро пригнулся и добрался до места снаряжения браконьеров. Найдя тяжелый гаечный ключ для взлома капкана, он собирался вернуться к тигрице, но услышал шаги приближающихся мужчин. Понимая всю серьезность ситуации и осознавая необходимость действия, Глеб вышел из своего укрытия с гаечным ключом в руке и твердо сказал: «Покиньте это место». Главный браконьер усмехнулся. «Ты думаешь, что сможешь нас напугать? Это наша территория». Глеб стоял твердо. Гаечный ключ в его руке стал символом решимости. «Я не позволю вам забрать ее». В его голосе прозвучала властность. Это заставило браконьеров на мгновение дрогнуть. Увидев колебания противника, Глеб продолжил: «Оглянитесь вокруг, вы не одни здесь». Упоминание о рейнджерах заставило браконьеров нервно переглянуться. Они привыкли действовать скрытно и не ожидали столкнуться с правоохранительными органами. «Уходите сейчас», – добавил Глеб, блефуя о возможных последствиях их действий. После напряженной паузы один из браконьеров медленно опустил ружье. «Это не стоит того». Бросив последний настороженный взгляд на Глеба, они отступили в лес. Как только они исчезли из виду, Глеб глубоко вздохнул. Напряжение спало с его плеч.
Он медленно подошел к тигрице и тихо заговорил с ней: «Все будет хорошо». Осторожными движениями он расстегнул цепь. Когда она упала на землю с громким звоном, мышцы тигрицы расслабились. Она осторожно шагнула вперед и принюхалась к воздуху. Затем быстро направилась туда, где был спрятан ее детеныш. Услышав голос матери, тигренок бросился к ней. Их воссоединение ознаменовалось нежным потыкиванием носом и мурлыканьем. Наблюдая за тем, как мать с детенышем медленно уходят в лесную чащу, Глеб почувствовал прилив облегчения. Он задавался вопросом, увидит ли он этих величественных созданий снова. Но вскоре его желание должно было исполниться. Прошло несколько месяцев с тех пор, как Глеб освободил тигрицу от цепи. Однажды туманным утром он шел по густому лесу во время очередного патрулирования. Когда туман начал рассеиваться, он заметил тонкую струйку дыма, верный признак лагеря. Глеб низко пригнулся за густую листву и осторожно приблизился к источнику звуков, негромким голосам людей у костра. Он остановился на краю поляны. Там было трое мужчин грубоватого вида с охотничьими принадлежностями вокруг них. Понимая риск прямой конфронтации с ними из-за отсутствия оружия у себя, кроме небольшого ножа, Глеб решил улизнуть незамеченным и сообщить властям позже. Однако под ногой хрустнула ветка, звук был достаточно громким для предрассветной тишины. Мужчины резко обернулись на шум. Сердце Глеба забилось быстрее от страха обнаружения. Когда мужчины схватили ружья и побежали к нему, густой туман стал его союзником, скрывая движение Глеба при бегстве вглубь леса. Его дыхание было тяжелым, как только ему показалось безопасным уйти от преследователей. Но вдруг грубая рука схватила его за плечо. Один из браконьеров развернул его лицом к дереву. От внезапности нападения у него перехватило дыхание. «Думал шпионить за нами?» Усмехнулся главарь браконьеров прямо ему в лицо. Браконьеры были в ярости из-за недавних неудач, из-за усилий Глеба по сохранению природы. Когда они связывали ему руки веревками, один из них сказал: «Ты слишком долго был помехой нам». Страх охватил Глеба при осознании серьезности своего положения. Они утащили его поглубже в лес, подальше от тропинок. Когда они добрались до уединенного места, главарь поднял руку. «Этого достаточно. Здесь никто не найдет». В этот момент шорох в кустах привлек внимание всех присутствующих. Грозная тигрица появилась из тени. Ее взгляд был прикован к мужчинам с Глебом в плену. За прошедшие месяцы она не забыла человека, который спас ее. Она узнала его голос и запах. С мощным ревом тигрица бросилась в атаку. Браконьеры были ошеломлены внезапной угрозой. Они выпустили из рук Глеба. Убедившись, что они отступили, она обратила свое внимание на него. Глеб пытался развязать веревки, пока тигрица осторожно подошла ближе. Она ткнула носом в веревки. Поняв ее намерение, он позволил ей разорвать оковы зубами. Через несколько мгновений он оказался свободен. Поднявшись, он повернулся лицом к тигрице, полон благодарности. «Спасибо», – тихо сказал он, протянув руку. Она молча смотрела на него, ее взгляд был напряженным, но спокойным. В этот момент между человеком и зверем возникло глубокое понимание. Тигрица медленно повернулась обратно в густую листву, ее долг был выплачен. В последующие дни Глеб часто ловил себя на том, что смотрит в лес, думая о ней. Он знал, что она где-то там. Связь, которая установилась между ними, показала, какое влияние могут оказывать люди, когда решают защищать природу. Каждый раз, вспоминая этот случай, он улыбался, ведь ни одно доброе дело не остается без вознаграждения. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.